Первый раз он выпустил не один бутон или один цветочек, а целых, раз, два, три, 5 веток, и вот 6-я распускается на самом верху. Эта орхидея называется Stardust. Добрый день, друзья! Хочу продолжить историю про орхидею Котлея, о которой я недавно рассказывала и показывала, как я ее пересаживала и почему. Потому что кот уронил горшок, и мне пришлось сделать эту пересадку. Но история продолжается. Почему-то наш кот Юлий очень полюбил эту Котлею, и он теперь не переворачивает горшок, он ее регулярно ест. И мне так было обидно. Я вам хотела показать, что после обработки аминосилом с янтарной кислотой, даже при том, что орхидея выпустила цветонос, но с одним цветком, у нее прекрасно подросли корни. Вот там видно, что корни уходят в горшок, и она очень активно росла. Как и зачем я делала обработку этой котлеи аминосилом, я вам оставлю видео, ссылка будет в правом верхнем углу экрана. Там все подробно рассказано. И надеюсь, что после цветения она выпустит новый рост. И я обязательно увижу следующее цветение. А самое главное, подальше спрячу этот горшок, чтобы Юлий не доставал эту орхидею. Он съел на старой бульбе 2 листа, пришлось их обрезать. Вот еще один погрызанный лист. И вот буквально вчера он догрыз лист и даже цветок. Мне жалко вам его показывать, но что делать? Ему и лепестки показались сладкими. Но, как вы видите, орхидея живет, растет. И если ее убрать из предела досягаемости нашего Юлии, она себя будет чувствовать очень хорошо. Зацвела еще одна котлея, желтая. Но так как они стоят рядом, эти 2 котлеи, то Юлий наш, исхитрился отгрызть один бутон. Ну вот как-то не везет мне в этом году с котлеями, с их цветением, потому что Юля прям целенаправленно решил их съесть. Но зато у меня есть дендробиум нобеле, от цветения которого я в полном восторге. Первый раз он выпустил не один бутон или один цветочек, а целых, раз, два, три, 5 веток. И вот 6-я распускается на самом верху. Эта орхидея называется Stardust. Эту орхидею я тоже удобряю аминосилом, но гранулированным. Да и вообще во все котлеи, дендрофаленопсисы и бульбовые орхидеи я всегда добавляю гранулы аминосила. Мне очень нравится. И на горшок добавляю раз в месяц-полтора от 5 до 8 гранул. Просто бросаю их в горшок, ну, желательно по краю, не на сами корни, чтобы корни не сгорели. А потом поливаю. Гранулы растворяются, и этим удобряют орхидеи. Для того, чтобы она вот так зацвела, мне пришлось почти 2 года удобрять орхидею. Вот эту. Дендробиум нобеле. Но не потому, что гранулы плохо работают, а потому что это очень капризная для меня орхидея. Вот обратите внимание, у нее всего 3 туберидия. Причем за год вырастает всего 1. Вот этот молодой. И после того,
как он вырос. Вот видите, листики остались только на самом верху. Сбрасываются все листья. Вот здесь уже листьев нет. Вот здесь еще внизу один листик остался. А так, сначала орхидея сбрасывает все листья, потом из каждой пазухи появляется вот такой росточек. И даже не все бутоны могут сформироваться. Хотя орхидея помимо аминосила получает еще и азотные удобрения. Но вот так она устроена. У нее всегда нет листьев. И цветет она не так обильно, как в этом году. Может быть, у кого-нибудь есть идеальные условия, и у кого-то цветет полностью. Но я рада и этим 6 букетам. Цвет необычный. Губа тоже шикарная, полосатая. Аромат... Сейчас. Аромат есть, но он не ярко выраженный и только с утра. Но цвет самих цветков, он поражает. Это ярко-оранжевый. У меня больше нет ни одного такого оранжевого цветка, как вот этот. То, что самое обидное, что цветет очень недолго и много засушивает вот этих маленьких почек. То есть не все цветы распускает. Но после цветения, как только отцветает, вот там из глубины горшка появляется новая бульба, растет вот такая длинная. И опять я жду цветения. Цветет 1 раз в год. И всего лишь месяц. Но она того стоит. Дальние бульбы высыхают. И когда совсем-совсем становится бульбочка сухая, я ее срезаю у основания. То есть они передают новому росту все свои питательные вещества. Но так как их очень-очень мало, если бы их был десяток, цветение было бы лучше. Но так как их очень мало, получается, что не хватает им сил, даже при том, что я ее удобряю и очень активно, не хватает ей сил на полное цветение. Но в этом году она меня очень порадовала. А фаленопсисы я продолжаю удобрять жидким удобрением аминосил. Я о нем очень часто рассказывала и показывала, как я это делаю. Вот такой флакончик. И посмотрите, как в этом году красиво цветет мультифлора калейдоскоп. Вот такие бульбовые орхидеи у меня зацвели в конце мая. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.